Сейчас 4:25 и утра. И, и я собираюсь прочитать все 17 пьес Антона Павловича Чехова. Сразу первая пьеса мне абсолютно не понравилась. Главный герой, мягко сказать, очень неприятный. И я понимаю, что такова задумка. Он разочаровался в жизни и пытается разрушить жизнь другим, отравляя все вокруг себя. При этом в него влюблены 5 девушек одновременно. И читать это было тяжело, так как сюжет вызывал у меня физическую неприязнь. Я только проснулась. И я, конечно, вообще не ожидала этого, что это будет так сложно. И это не то же самое, что читаешь художественную литературу. Это контроль просто на 100% того, где происходит, как происходит. Ты читаешь, это сравнить к какому-то сценарию. Прошли почти сутки. Спроси, сколько я прочитала. Сколько ты прочитала? Я прочитала 155 страниц первой пьесы. Все мои планы пошли коту под хвост, и я не то чтобы сильно расстраиваюсь, главное получать удовольствие, но из хорошего сейчас последующие 3 пьесы будут короткими, то есть одноактными, и это супер, и я уже на половине второй пьесы, и сегодня я прочту их все 3, наверное, сразу. Потом будет большая пьеса, и ее я уже смогу начать читать в книге, то есть в бумажном варианте, и я думаю, это будет гораздо проще и приятнее читать, чем с телефона. На большой дороге, несмотря на свою маленькость, так как это одноактный драматический этюд, мне понравилось своим накалом и атмосферой. В центре сюжета разорившийся помещик, который пытается похмелиться в сельском кабаке. Он начинает рассказывать свою историю, как докатился до такой жизни, и в конце пьесы появляется его бывшая жена, которая как раз его и разорила. «О вреде табака» даже сложно назвать пьесой, это монолог, подходящий для стендапа. Он комедийный и заставляет пару раз хихикнуть. Было приятно получить некоторую передышку от грустных тем. И главный герой, жена которого заставила рассказывать лекцию о вреде табака, вместо этого жалуется на несчастливую жизнь. Пьеса состоит из всего одного акта и показывает 2 героев, актера театра и его суфлера, где актер в уже преклонном возрасте вспоминает свою жизнь, которую он отдал искусству, и персонажей, которых он сыграл, попутно цитируя Шекспира. «Иванов» — первая большая пьеса, которую мне удалось прочесть в бумажном варианте. И это, конечно, совершенно другой опыт восприятия. Сюжет довольно запутанный, об отношениях, изменах, вновь погоревшем помещике. И все это словно подсматриваешь сквозь замочную скважину. Это довольно популярная пьеса. В театрах ее ставили больше 40 раз и экранизировали порядка 12 раз. Наверное, как раз на пьесе «Иванов» я начала понимать стиль Чехова и его желание показать людские пороки, при этом без какой-то надменной усмешки. Он показывает слабости, которые в том или ином виде проскальзывают в каждом из нас. Юмор у Чехова специфический, но поняла я это не сразу. Одноактная пьеса «Медведь» довольно комедийна, так как в ней много бессмысленных споров, которые в конце концов заканчиваются поцелуем. Пьеса «Шутка предложения» мне оказалась не по душе, так как главные герои все время спорят, кому из них принадлежит участок под названием «Воловьи лужки». Разгорается скандал, и я такое читать не люблю.
Было ощущение, будто я зашла в Твиттер. В конце пьесы они примиряются на теме воловьих лужков, но продолжают спор о том, чья охотничья собака лучше. Бескомпромиссность и жуткая упертость главных героев мне совсем не близки. «Трагик поневоле» — это, наверное, первая пьеса, над которой я действительно смеялась в голос, так как сюжет довольно простой и рассказывает о тяжелой судьбе дачной жизни, понять тонкости которой я смогла. Пьеса довольно короткая и очень смешная, и если вы хоть однажды жили на даче несколько месяцев, думаю, она вас тоже позабавит. Да, это определенно обогащает как-то лексику, и я уже чувствую, как стало чуть-чуть умнее. В общем, посмотрим, что будет дальше. В пьесе «Свадьба» очень живо показывается хаос, от которого кружится голова при подготовке к свадьбе, неловкие реплики и порой неискренние гости, пытающиеся втиснуться в нормы поведения. «Леший» стал для меня настоящим открытием. Здесь я впервые смогла сопереживать героям, которые чаще стали говорить, как чувствуют, и мир стал казаться шире. Главный герой, идейный помещик Хрущев, которого все и прозвали Лешим, стал антиподом жизни бездеятельной и нечестной. Хотя он и звучит иногда как максималист, ему будто удается встряхнуть окружающих и спасти то, что казалось невозможно спасти. Татьяна Репина представляет собой продолжение пьесы Алексея Суворина, писателя и театрального критика, которая тоже называлась Татьяна Репина, с теми же персонажами. У Чехова в сцене суворинские персонажи венчаются в церкви, где толпа замечает даму в черном, Татьяну, отравившуюся в конце пьесы Суворина. Мистическая и отчасти комичная сцена, которая не была поставлена в свое время, не пройдя цензуру по причине изображенного богослужения. «Ночь перед судом» — короткая криминальная драма о бессмысленном зле, что пользуется беспомощностью других. «Юбилей» в свое время имел ошеломительный успех на сцене, и это действительно смешная история о директоре банка, готовящемся к долгожданному празднику, юбилею своей компании. Но вокруг то и дело мельтешатся люди с просьбами, с рассказами, в общем, мешает ему насладиться моментом. И все падает из рук. Я наконец-то начала последние 4 пьесы. И следующая пьеса «Чайка», и она мне уже нравится с первых страниц. «Чайка», наверное, одна из самых трагичных историй любви, юношеских мечтах и горечи, что жизнь иногда приносит. И такого масштаба картину трудно уместить в 20-секундной саммари. Смотреть, как рушится чья-то жизнь, и еще больше видеть в этом свое отражение, никогда не просто. Я хотела бы, но не могу назвать это чем-то красивым. Скорее, мастерство автора, пример его искусственной работы. «Дядя Ваня» — это переписанная, слегка сокращенная версия Лешего. Только здесь я почему-то не успела прочувствовать героев. Фокус внимания с Лешего был перемещен на другого персонажа, и все показалось мне слишком скоротечным. «Трех сестер» я лично много раз смотрела в театрах, и, наверное, уже хорошо знала сюжет. Но прочитать пьесу было для меня в новинку. Это жуткая в какой-то степени история о 3 девушках, мечтающих переехать в Москву и зажить счастливо. Жизнь твердит свои правила, и они лишь подстраиваются под них. Даже спустя 5 лет они не переезжают в Москву, но каждый из которых обрастает ответственностью и проблемами. В этой, как и во многих пьесах Чехова, нет счастливого конца. «Вишневый сад» — последняя пьеса Чехова, написанная на рубеже эпох, показывает людей, слабых духом, что наблюдают за гибелью того, что им дорого. Неспособные что-либо сделать, они становятся жертвами своего малодушия. Таким образом, поднимается вопрос прошлого и будущего России. Дом, за который герои так волнуются.
Эта пьеса и поднятая в ней тема остается актуальной даже спустя 120 лет. Чехов писал историю о людях обыкновенных, трагедиях жизни повседневной с ее нюансами, которые узнаваемы спустя 100 с лишним лет. Переход внимания с людей-героев к людям живым стал революционным в мировой культуре и в театральном искусстве в частности. Больше не нужно было искать мифических королей, можно было увидеть, а главное сопереживать людям, похожим на себя. Это видео стало чем-то большим для меня, чем просто челлендж. Вместо одного дня я провела несколько недель, изучая и вникая в пьесы Чехова. Я вникла в природу людей и задалась вопросами о собственной жизни, о своих мечтах. В детстве я хотела быть актрисой, в юности режиссером. И, наверное, сейчас мне в какой-то степени удается исполнить эти мечты. Возможность говорить с вами значит для меня очень многое.